Добрый день, меня зовут Олег Яковенко, и я сегодня представлю вам формулу счастья. Что мы знаем о счастье? Есть целые институты, которые занимаются счастьем, есть книги, фильмы, то есть множество различной литературы, которые описывают о счастье. Но, как правило, это все оно на каком-то эмпирическом уровне, то есть на интуитивном. Люди пытаются его найти. Я сегодня хочу представить формулу счастья, которая это все упорядочивает. Будет порядок в голове, будет порядок, в общем-то, и во всех других сферах жизни человека. По поводу предыстории. В общем, этот вопрос интересует человечество с давних времен, и целые философии на этом связаны, достижение счастья в нашем мире. И я, обработав большое количество информации, занимаясь и восточной философией, и западной философией, хочу рассказать результат этой работы. Вот. Мы видим квадрат, по краям которого находятся 4 основных элемента. Это баланс, гармония, медитация и любовь. И по очереди хочу рассказать, что вкладываю в каждое из этих понятий. Баланс, в центре находится я человек. Баланс. Что такое баланс? Баланс – это здоровье человека. Это то, что его, его физическое тело. И баланс, первый пункт, первый отмечаю, с чего нужно начинать в данной формуле мы начинаем. Почему? Потому что здоровье это человек, это основополагающее счастье человека. И баланс, он складывается, если мы представим камушки, морские камушки, которые один на другой мы поставим, то также и баланс человека. То есть нужно, чтобы все было в организме человека в балансе. Чтобы он, например, минералы, витамины, чтобы сон был 8 часов, то есть если человек не доспит, он будет чувствовать себя разбитым, если он переспит, то он будет себя чувствовать, некомфортно. Если человек, например, перезанимается спортом, то он будет чувствовать себя тоже некомфортно, а если не будет заниматься вообще, то мышцы его со временем атрофируются, тоже будет нехорошо. Поэтому все в организме человека должно быть сбалансировано. Это можно представить как в виде морских камушков, которые накладываются один на другой, и они должны у человека быть сбалансированы. Вот. Второе – это гармония. Что такое гармония? Это гармония, когда уже достигается баланс здоровья человека, то мы переходим к гармонии. Гармония – это внешняя связь человека с миром. То есть это уже, если баланс – это его физическое тело, его внутренний мир, то гармония – это то, что человек дает и получает от мира. Это и творчество, это и культура, это, умение увидеть восход солнца, умение описать об этом восходе солнца. Это тот резонанс, который возникает между внутренним состоянием человека и внешним состоянием человека. И когда этот резонанс происходит, то происходит момент гармонии. Вот. Поэтому это второй важный момент в формуле счастья. Третий – это медитация. Когда мы проработали баланс, здоровье, гармонию, связь с внешним миром, медитация. Для чего нужна медитация? Медитация находится напротив баланса, и медитация позволяет стабилизировать вот эти камушки, чтобы они были как стержень, зафиксированы. Каким образом это достигается? Когда человек входит в состояние медитации, то человек связывается со своим высшим «я», со своим внутренним миром, и это позволяет человеку достигнуть
внутреннего, во-первых, спокойствия, внутреннего вот, состояния, когда он может и достигает своего предназначения в этом мире. И когда это происходит, то человек становится как бы лучшей версией себя, и это позволяет тоже как основной фактор формулы счастья. Когда человек вот прорабатывает медитацию, то следующий пункт – это у нас любовь. Любовь – это то, что человека наполняет, когда это и отношение мужчины и женщины, это и отношение к детям, это отношение и к родителям, к внешнему миру. То есть чувства, которые человека наполняют, глубокие чувства любви. И когда вот это чувство человека, вот, он прорабатывает себе эти, находится напротив гармонии, то гармония уже проявляется как не всплески какие-то там однократные, когда человек увидел солнце, восход солнца, и он от этого получил удовольствие огромное. А когда постоянно, то есть он уже входит в состояние, когда наполненность любовью позволяет ему любые проявления мира, его радует человек. Вот. Это четвертое, то, что мы прорабатываем. Когда мы проработали, в общем-то, уже любовь, мы возвращаемся снова к балансу и выходим как бы на новый виток, на новый виток спирали. И сознание человека, оно становится, то есть мы проходим опять же все эти, прорабатываем на новом витке, но уже с расширенными возможностями, уже с пониманием, с осознанностью начинаем прорабатывать это все. Вот. Что хочу сказать. Мы видим в середине колесо жизненного баланса. Многие знают, что такое колесо жизненного баланса, но, как правило, вот эти позиции, которые здесь есть, они беспорядочно, то есть их меняют, тасуют, но они имеют четкое расположение. То есть здоровье – это напротив баланса, гармония – это то, что у нас связано с творчеством, духовность, медитацией, отношения, любовь. Здесь еще один пункт. Это саморазвитие. Самосовершенствование, саморазвитие. Вот. Это то, что находится как бы между медитацией и любовью. Ну, коротко пройдусь по каждому из этих пунктов. Здоровье и баланс, я уже об этом коротко рассказал. И понятно, что эти пункты, они связаны, что человек прорабатывает как бы в себе это направление. Между здоровьем и творчеством у нас находится работа. Работа очень важный фактор, потому что когда человек, скажем, находится, у него нет здоровья, то и работы никакой не будет. Когда уже человек он наполнен энергией, силой, то есть он может реализовывать, то есть достигать каких-то своих целей, то есть начинает работать. Но тут очень важно, что работа, которая приносит нам радость, потому что нам нужно найти ту работу, которая будет нас не изматывать, которая будет нас не расстраивать, которая будет нам приносить радость и счастье. Вот. Это очень важный фактор, что работа должна быть для человека в радость. Вот. Потом творчество. Творчество, мы говорили, что очень тесно связано с гармонией, то есть это по сути синонимы. То есть в творчестве выражается, человек старается выразить наиболее те моменты жизни, которые он пережил, наиболее гармоничные, то есть там увидел восход солнца, то есть там море, вот, и горы, там, восхождение на горы. То есть и человек как бы пытается это высказать книгой, там, картиной, музыкой. То есть это все проявляется как раз в творчестве человека. Отдых. Очень важный фактор отдых. И что еще хочу сказать, что каждый из этих пунктов, они как бы в дуальных парах находятся. То есть здоровье,
напротив духовности, работа напротив саморазвития, отношения напротив творчества, финансы напротив отдыха. Это не простое такая связь, она продуманная. Почему? Потому что вот здоровье и духовность, в данном случае медитация. На Востоке есть практики, которые позволяют при помощи медитации, при помощи духовного своего развития улучшать здоровье. Вот. И когда здоровый человек, то есть это позволяет найти в себе силы, чтобы для духовного развития. Вот. Работа и саморазвитие тоже очень тесно связаны два факта. Когда человек занимается саморазвитием, самосовершенствованием, то и работа его соответственно меняется, потому что чем более человек развит, чем он более занят своим самосовершенствованием, такая будет у него работа. Вот. И наоборот, если человек занимается работой, то это опять же ведет как обратный эффект, то есть к его саморазвитию. Творчество и отношения тоже очень сильно связанные два понятия. Почему? Потому что когда вот человек в творчестве, он может красиво рассказать о любви, красиво высказать картину, музыку красиво сыграть, то это сказывается и на отношениях. То есть вокруг этого человека, как правило, собираются люди, друзья, любимые, которые вот тянутся к людям, которые вот творчески развиты. Что тут еще хочу сказать? Финансы и отдых. Тоже очень тесно связанные понятия. Один из спикеров как-то говорил, что я вот когда думал так, что когда вот у меня будет, я хотел путешествовать, и когда у меня будет много финансов, денег, то я тогда смогу отдыхать хорошо и качественно. Но он понял со временем, что начавши отдыхать, то есть у него появились и финансы. Поэтому эти два фактора тоже очень тесно связаны. Вот. По поводу работы. И что еще хочу сказать. Какую работу мы хотели бы найти? То есть понятно, что та, которая помогает нам в развитии, то есть развивает нас дальше. И работа, которая позволяет, скажем, во-первых, дает и финансовую отдачу, финансовый фактор, при этом, чтобы время оставалось на семью, на друзей, чтобы время оставалось на себя, на свое здоровье. То есть, и, в общем-то, этот фактор очень важный, поэтому к нему надо очень серьезно отнестись, а так же, как и к здоровью и всем остальным пунктам. Вот. И когда, что еще хочу отметить, то, что формула счастья позволяет колесо жизненного баланса выровнять. Потому что прорабатывая каждый из этих пунктов последовательно, баланс, гармония, медитация, любовь, то у нас внутреннее колесо жизненного баланса не будет перекошенное, когда обычно люди отмечают, то есть отмечают там от 0 до 10, обычно строит график, то он обычно у них там перекошен или в одну сторону, или в другую. Если есть финансы, то с духовностью проблемы, или, например, там творчество, саморазвитие страдает, здоровье, там, то есть в какую-то сторону. Но выстроив себе и серьезно проработав все эти пункты, то есть баланс, гармония, медитация, любовь, то есть, как правило, вот эти все направления в колесе жизненного баланса человека, они выравниваются. То есть они подтягиваются и равномерно выходят на свои максимальные позиции, что делает, естественно, человека счастливым. Вот. На этом хочу закончить. Большое спасибо за внимание. Жду ваши письма.